приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу приготовить для вас вкусные, нежные, ароматные котлеты. Котлеты буду делать в духовке. На гарнир сделаем картофельное пюре. Рецептов котлет очень много в YouTube и вообще. Предлагаю вам свой вариант. Думаю, вам понравится по простоте приготовления, и, естественно, по вкусу. Для приготовления котлет я взял фарш. Фарш у меня домашний, говяжий, со свиным 50 на 50. Картофель, лук, батон. Можно взять хлеб, молоко, яйцо, соль, перец, кориандр, сухой чеснок, аджика острая грузинская и немного растительного масла. На гарнир я приготовлю картофельное пюре и для украшения будем использовать немного зелени. Вот все, что нам нужно. Давайте приступим. Сначала замачиваем хлеб. Можно брать сухарики. Заливаем его молоком. Также можно замачивать обычной водой. Батон у меня здесь 190 грамм. Все граммовочки будут указаны в описании под видео и в видео. Лук нарезаем произвольно. И отправляю его в стакан, в котором буду взбивать блендером. Вот лук я пробил блендером. Теперь сюда же добавляю отжатый от жидкости от молока хлеб. Хорошенько его отжимаю. Лук дает котлетам сочность, хлеб мягкость. Также все это пробиваю блендером. Дальше натираю картофель. Картофель натираем на самой мелкой терочке, вот на этой, на пупырчатой. Итак, картофель я натер. Приступаем к фаршу. В фарш добавляю соль. Соль я добавляю примерно из расчета 1 чайная ложка на килограмм фарша. В общем-то, вы добавляете по вкусу. Перец, кориандр, сухой чеснок, аджику, натертый картофель, хлеб с луком, перебитый в блендере, яйцо. Яйцо разбиваем в отдельную посуду, чтобы убедиться в его свежести, и тогда только в фарш. И теперь все это перемешиваю. Фарш перемешиваю тщательно, как тесто, чтобы все ингредиенты перемешались, вступили в взаимодействие с мясом. Фарш я перемешивал в течение где-то минут 5. Все хорошо перемешалось. Лук, перебитый блендером, не заметят ни дети, ни те, кто не любит лук в котлетах. Теперь я этот фарш отобью. Отбивать я буду для того, чтобы белок связался и котлеты имели устойчивую форму. Итак, раз 15-20. Итак, фарш я перемешал, отбил. Будем приступать к формовке котлет. Противень застилаю бумагой пергаментной и слегка смазываю маслом. Можно жарить котлеты на сковороде, но это немножко вреднее, хотя и вкусно. Смачиваю руки в воде и формирую котлетку. Так ее слегка отбиваю и выкладываю на противень. Кто хочет, можно обвалять в муке или в панировочных сухарях, но я делаю без панировки. И так поступаю со всеми котлетами.
Итак, котлеты я сформировал. Из этого количества фарша получилось 18 котлет. Каждая в среднем где-то 110-112 грамм. Теперь отправляю котлеты в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. Пока котлеты запекаются, приготовлю картошку. Итак, прошло 35 минут, котлеты наши готовы. 35 минут и 5 минут я их подержал под грилем, чтобы они чуть-чуть подрумянились. Вот такие они получились. Сейчас мы им дадим отдохнуть минут 5 и будем пробовать. Итак, вот такие котлетки у нас получились, такое блюдо. Будем дегустировать. Посмотрим, какая котлетка внутри. Вот она вот такая вот внутри, плотненькая. Очень вкусно. Котлета вкусная, ароматная, мягкая, сочная, нежная. Что еще сказать? Обязательно попробуйте, приготовьте по этому рецепту. Котлета получается обалденная. Это хороший обед и ужин. Те, кто не ест после 6, подождите 8, поешьте после 8. Не пожалеете. Можно горчички добавить. Котлеты изумительные. Очень вкусно. Соли, перца, чесночка, все чувствуется очень хорошо. Все в норме. Пробуйте, готовьте. Если понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, пишите, как вы делаете котлеты. У каждого свой рецепт. И у каждого он по-своему хороший. Ставьте палец вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо вам за просмотр. Мира вам и здоровья. Пока.